Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Цыганский пасьянс». Что вам по судьбе в сентябре? В сентябре 2024 года. У нас сегодня 3 колоды карт. Как и карты пасьянса, маленькие с их рандомными значениями, так и 2 колоды, очень красивые. Колода добра, которую прорисовала великолепная художник и психолог с опытом, со стажем, Колет Барон Рид. И изображение карт значений подается с позиции позитивной психологии. И также, кстати, Колет Барон Рид участвовала в создании колоды «Оракул шамана». Будем, конечно, реалистами. Любые прогнозы, расклады, увы, они не расскажут о тех перипетиях жизни, которые у нас сейчас происходят. Но если мы смотрим их, мы ведь все равно каждый, во-первых, думает о чем-то своем. И второй положительный момент, мы где-то можем предугадать, что ведь правда наша жизнь, которая не представляется полностью предсказуемой, всегда случаются какие-то нюансы, тонкости. И как же бы мы поступили, к примеру? Мы себе задаем такие вопросы, своеобразную репетицию проходим возможных альтернативных вариантов развития событий. Давайте посмотрим, узнаем, что подскажут карты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео, как на плейлисты для всех знаков зодиака. Вы можете посмотреть и по асценденту, и по луне, и по солнечному знаку, и для своих родных, близких, людей, которые вам интересны, так и почитать на моем сайте статьи по психологии или планетарные гороскопы. Мы идем с вами вперед. Я смотрю выпавшие значения. И вы смотрите также. Вдруг я что-то пропустила. А вот для вас сразу открытый путь. У кого-то это может быть как поездка, а для кого-то решаются вопросы о вашем переезде. Или просто как путь открывается, возможности какие-то приходят буквально с первого значения карт. Поэтому многообещающий период для вас может быть сентября. Как и согласовать что-то, так и заключить. Посмотрите, мало что ключ, у вас еще совпадает значение кольца, и это прочный союз. Открытый путь к какому-то союзу. Может быть, это касается личной жизни или вашего творческого проекта, а возможно и работы. При этом не исключены какие-то пустые разговоры, мельница. Поэтому будьте внимательны. Пока совпадений не вижу, пустые разговоры. А вы, кстати, знаете, можете услышать. Вот смотрите, открытый путь и кольцо. А еще выпадает колокол. И это какая-то новость. Бывает, что эта новость отнюдь не со знаком плюс. И она связана чаще не с вами как бы самими, а это обстоятельства нашей жизни. Но каким-то образом они влияют на нас, или нам приходится согласовать что-то, или каким-то образом скорректировать наши планы, или нам приходится с кем-то взаимодействовать. Все зависит от того, что это будет. И вот такой как вариант может быть, поэтому что-то может вас вот так вот досадовать. И если мы говорим, есть и пустые разговоры, поэтому я могу предположить, перепроверяйте какие-то, в принципе, новости или то, что вам говорят. Первое услышанное не всегда будет достоверно, поэтому не стоит эмоционально реагировать, это точно. Пока что-то не разберется, потому что вам может прийти какая-то новость. Люди бывают разные. Иногда они нарочно могут так это врать, будем говорить, или говорить неправду. А иногда могут это делать совершенно неумышленно, потому что свято во что-то верят. Мы ведь все разные. А у вас, посмотрите, вот пустые разговоры, да, и следом пошел колокол. А у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия. Это новые возможности. У кого-то буквально вместе с вот этим открытым путем, как ключ олицетворения, поездка куда-то, переезд,
Может быть, эта карта еще будет говорить об исполнении желаний по части вашего бизнеса. Всегда корабль свидетельствует тоже о каких-то переменах со знаком плюс и больше возможностей. Это может также говорить, если вы работаете, к примеру, с большим объемом информации или с большим количеством людей. Ну вот, значит, и людей будет больше, информации будет больше, но вы будете в центре внимания, вы как бы будете привлекать, с одной стороны, к себе внимание, но у вас будет возможность заработать, может быть, через общение, больше денег. То есть ваша популярность, если мы говорим о торговле, к примеру, да, больше клиентов, больше взаимодействия с ними, значит, больше у кого-то продаж или каких-то согласований очень важных. То есть сами по себе возможности исполнения желаний. И словно это по судьбе, посмотрите. Ну, может быть, и есть какая-то данность, с которой вы не совсем согласны, а у кого-то очень дальняя поездка, может быть, еще. И как по судьбе. В этой колоде карт, мои дорогие стрельцы, когда совпадает значение дороги и одновременно ключ, это дальний переезд или какое-то далекое путешествие. Может быть, у кого-то это даже отпуск. Я и так могу предположить. У кого-то релокация офиса или переменные по части работы, она теперь будет связана с командировками. Командировками будьте внимательны. Или просто будет как открытый путь для возможности что-то осуществить. Может быть, кто-то из вас задумает и менять работу. И такие вещи я тоже могу допустить. Для кого-то из вас будут, может быть, необходимо сделать согласование. Или вам приходит, кто-то может получить, буквально корона выпадает, это символ власти. И здесь вот этот символ, он будет двояко. Кто-то из вас получит документы из высоких инстанций, вполне вероятно. Может быть, это те документы, которые вы ждете. Может быть, и свидетельство о том, что документы задерживаются, или какие-то согласования тоже по части организаций или взаимодействия с какой-то системой власти. У вас может как и встать где-то на паузу, так и может отчасти приходить какая-то новость, которую вам все равно нужно додумать. Не получится что-то делать на импульсе. Иначе это вам, я не могу сказать, что будет во благо. Тут как раз где-то надо оценить правильно вам обстановку, мои дорогие, прежде чем на что-то согласиться или куда-то отправиться. А для кого-то из вас это будет возможность получить должность новую или построить карьеру. Тогда вот эта корона будет свидетельствовать о новых возможностях для вас, мои дорогие стрельцы. И пока я с вами говорила, и одновременно смотрю, что у нас совпало, и надо сказать, что не вижу. Если вы увидите, напишите. Давайте на колоде колет Барон Рид мы достанем карту с таким вопросом. В чем ваша сила? Это то направление, возможно, в котором вам не нужно прикладывать много усилий. Какие-то вопросы, которые более легче, быстрее будут решены. В чем ваша сила? Как видят карты Таро. Башня. В быстром принятии решений. Тем не менее, посмотрите. Видимо, будут те вопросы, в которых куда-то, может быть, и не стоит торопиться. Или в каких-то вопросах вам не нужно настаивать на своем. А придется как-то обойти острые углы, чтобы себе, опять же, не навредить. Но все же карта башни у нас еще и говорит о том, что действительно какой-то переезд, какое-то путешествие или поездка может быть скоро, срочная, потому что приходят какие-то известия, меня смотрят люди из разных стран, и поэтому будьте внимательны. Может быть, необходимость буквально, ведь иногда по карте башня проходят те события, которые связаны с тем, что словно башня рушится. Вообще, первые карты в колодах, первые колоды Таро, башня была как олицетворение тюрьмы, которая как от попадания молнии разрушаются стены. И наша задача, с одной стороны, нас это вроде как освобождает от чего-то, но
правильно сориентироваться, это будет задача номер один. И мы можем испытывать как какую-то турбулентность, невесомость. Мы можем где-то замешкаться, потому что мы так прежде не поступали. Нам теперь нужно действовать как-то, кардинально по-другому. И для вас правильно оценить обстановку. И мы говорили, увидеть, где может быть ложная информация, а какой информации важно доверять. Но если мы про эту колоду карт с вами говорим, то подразумевает эта карта определенную опасность и говорит полная смена парадигмы. Может быть, это и есть какое-то событие или сюрпризы какие-то, которые освобождают место тому, что должно уйти, или то, что отжило. Неожиданные какие-то события для ваших перемен. Поэтому держите руку на пульсе. Здесь могут, как и приходить извне новости, и вам как-то с ними придется провзаимодействовать. Давайте узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Десятка земли. Изобилие, процветание, радость, семья. Когда мы именно, может быть, каким-то новым способом. У меня есть такая колода Таро поддержки ангелов. Так вот, когда выпадает карта башня, там прорисован ангел, который буквально берет за руку человека и выводит из той башни, которая через некоторое время будет разрушена. И я всегда говорю по этой карте, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вот сейчас я это повторяю, потому что на кону ваше благополучие. И от вас какие-то совершенно нестандартные действия или решения могут потребоваться для вашего благополучия, мои дорогие стрельцы, в течение сентября. Может быть, это то, что не вписывается в какие-то ваши планы или ваши какие-то установки. Но по десятке земли это и радость, это и финансы, это и теплый уютный дом или решение вопросов по части жилища. События, которые изменят вас самих. Карта звезда. Это когда исполняются желания. На кону звезда. Или мы говорим про переезды. Если вы куда-то уезжаете, я могу предположить, что вы там останетесь очень долгое количество времени. Достаточно долго, потому что когда выпадает звезда, это своеобразный марафонский забег лет на 10-20. Это, наверное, за все время нахождения Плутона в знаке зодиака Водолей. Но пусть у нас в сентябре он как раз не Водолей, он пока в Козероге, но он возвращается буквально ненадолго для того, чтобы какие-то мы важные согласования, решения приняли. И вот что-то подобное у вас может проиграться в сентябре. Я допускаю, что это не для всех, не для каждого из вас, но карта вас приглашает. Сияйте, как звезда, поэтому роль вашей популярности или какие-то важные свершения для вас, мои дорогие стрельцы, будет очень важным правильно оценить обстановку, потому что это как какие-то возможности совершенно другие открываются. Но, повторюсь, не совсем тут банально это происходит, может быть и неожиданно, но в этой колоде карта звезда говорит еще о новом начале. Давайте на оракуле шамана. Какие же энергии, какие подсказки нам продиктует эта колода. Как шаман для вашего знака зодиака, мои дорогие стрельцы, видит этот период. С чем это может быть связано? Итак, карта совет. Достаем. Колода новая и не всегда желает открываться. И так вот она называется, свидетель буквально. И эта карта говорит о том, что у вас будет единомышленник. У вас будет как минимум один человек, который с вами заодно. Может быть, это буквально какой-то помощник. Карта нам также говорит, не пытайся все контролировать или все подчинить своему контролю, потому что тебе придется действительно делать как-то по-другому или старайся не плыть против течения. Как раз если ты сталкиваешься с какими-то ситуациями, которые отчасти для тебя совершенно не были прежде прогнозируемы, то твоя будет правильная тактика идти как раз по этой ситуации или отойди как будто в сторону, но не пытайся какие-то обстоятельства переломить под свое решение или под свою волю. И карта башни нам ведь тоже говорит о том, что есть ситуации, которые не зависят от нас, а нам нужно принять, что сами по себе перемены,
они могут быть на пороге. И вам нужно будет просто провзаимодействовать с тем, правильно как-то организовать свою жизнь с учетом того, что происходит вокруг вас. Но, повторюсь, союзник какой-то, поддержка как минимум одного человека, мои дорогие стрельцы, у вас точно будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Может быть, это и любовь, это ваши какие-то взаимоотношения с очень важным человеком для вас, именно для вашего дома, для вашего изобилия, процветания. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.